Камень хранит память лучше, чем люди. Империи исчезают, города превращаются в руины, а каменные гробницы остаются стоять там, где их поставили тысячи лет назад. В моих предыдущих 6 фильмах мы с вами исследовали разные типы гробниц. От невероятных гробниц храмового типа до ранних массивных каменных гробов Египта и Финикии. Настала очередь самых необычных, таких разных и таких одинаковых. Перед нами саркофаг. Тяжелый блок из камня, выдолбленный внутри и закрытый массивной крышкой. На его стенках сцены из мифов, битвы героев, лица богов, титанит, портреты умерших. А на крышке возлежат львы или семейная пара на клине в сцене так называемого Тотенмаль, посмертного пира. Грозным взглядом глядит на потенциальных грабителей медуза Горгона, а на углах крышки красуются такие вот выступы аркатерии, якобы изображавшие элементы древнегреческих храмов. Но саркофаг – это не просто красивый каменный гроб. Ни древнегреческие народы, ни ранние римляне изначально не пользовались ими. Первые саркофаги для людей хоть и появились в Египте еще в бронзовом веке, но служили они сначала только для захоронения членов царских династий и жрецов. Как я уже рассказывал в предыдущем фильме, финикийцы лишили египетский каменный гроб божественной сакральности, когда стали класть внутрь незабальзамированные тела не только своих царей, но и знати. Они отказались от идеи вечной сохранности чьей-либо плоти, так как, в отличие от египтян, для них было важнее сохранить только кости. Обладая самой развитой на то время морской торговой сетью, финикийцы начали заказывать изготовление саркофагов для своей знати в греческих колониях, так как дома у них не было ни подходящего мрамора, ни мастеров, умеющих с ним работать. Греки, видимо, заинтересовались этим новшеством, и примерно к V веку до нашей эры идея более удобного захоронения распространилась среди знати самых крупных приморских городов-колоний, в основном восточнее Босфора и Дарданелл. И это не случайно, так как территория европейской Древней Греции, западнее Эгейского моря, тогда уже не являлась для финикийцев и самих греческих колонистов центром греческого мира, как, например, Рим для римлян. Все деньги, наука, искусство, мастера и строительство после Троянской войны крутились и интенсивно развивалось в основном уже на азиатской стороне Эгейского моря. Причем этот процесс совершенно не зависел от того, кто владел данный исторический момент этой территорией. Это был огромный плавильный котел из разных взаимно обогащающих друг друга цивилизаций. И основную роль здесь столетиями играла ассирийско-персидская цивилизация, а перед ней египетско-семитская, в частности ханаанско-финикийская. И вот в V веке до нашей эры, во времена владычества персидской династии Ахеменидов над всей Малой Азией, и благодаря финикийцам, саркофаги появились и нашли свое первое признание у населения на восточном, азиатском побережье Эгейского моря. При этом сами персы использовали совсем иные принципы первичного захоронения, на которые наложил свой отпечаток зороастризм. Удивительно, но при этом они их никому не навязывали и не вмешивались в обычаи завоеванных. Я уже не первый раз сталкиваюсь с феноменом, когда во время оккупации чужой цивилизации у покоренных народов происходит расцвет собственной культуры и искусства. Но это отдельная большая тема. В разных греческих государствах идею творчески перерабатывали согласно местным традициям. На этих 3 фрагментах видео, которые вы сейчас просмотрели, четко видно, как происходил сложный процесс перехода от скальных гробниц к отдельно стоящим саркофагам. Больше всего, на мой взгляд, идея саркофага понравилась ликийцам. В Ликии не только переняли саму идею, но и добавили свои традиционные черты в виде крышки своеобразной формы. Также они первые развили йоги-пасори, то есть, согласно археологическим датировкам, они одними из первых стали использовать саркофаг для многократных захоронений с последующим складированием костей в специальную отдельную камеру под ним, а не в специальные каменные сундуки-остеотеки. А вот чисто зороастрийской культуре расположение гробницы на башне молчания и открытой для посещения птицами, как правило, добровольно подражала местная знать, что в то время считалось демонстрацией лояльности. Про подражание персам смотрите мой фильм «Смыслы», а ссылка будет в описании. Но это подражание, кстати, не означало смену веры. С верованиями и богами в то время дело обстояло довольно просто.
Богов и культы меняли легко и естественно, зачастую поклоняясь более выгодному на данный момент. Все прекрасно понимали, что в основном на всей огромной территории того древнего мира это были по сути одни и те же древние божества, только под разными именами. Но все равно в глубинке, не в приморских космополитичных городах, а именно в глубинке, саркофаг долго оставался признаком принадлежности к правящим династиям с весьма диковатыми повадками, которые заказывали для своих саркофагов весьма странные сюжеты, как вот этот, например. Тут изображена чисто греческая забава – принесение в жертву юных девушек-принцесс. Но это тема для другого рассказа, который выйдет примерно через недельку. В нем я расскажу о новом преступлении прорицателя, а на самом деле серийного маньяка-убийцы Калхаса. А также опять о косвенном, но не менее роковом участии в нем героя-извращенца Ахиллеса, которого на самом деле сгубила не стрела Париса, а его маниакальная любовь к малолеткам и однополой любви. Такой вот древний вариант файлов Эпштейна, по недомыслию слитый слепым сказочником Гомером в мировую литературу. А перед выходом этого фильма, для полноты картины, прошу ознакомиться с их первым делом в моем фильме расследования об убийстве принцессы Ифигении. Ссылка в описании. Идем дальше. Как я уже сказал, основное население традиционно продолжало сжечь или хоронить умерших в заложенных камнями пещерах или ямах, скальных гробницах или просто в земле в керамических сборных ящиках, вроде вот этого, обнаруженного недавно в Киликии на территории древнего королевства Олба. Или вот в таких странных терракотовых емкостях, похожих на саркофаги, но по факту остающимися все теми же горшками. Страшно представить себе процесс заталкивания тел в эти керамические изделия. Правда же? Все это однозначно доказывает, что исконно греческая культура не имеет к каменным саркофагам никакого отношения. Греки лишь пытались подражать более утонченной финикийской культуре, подарившей им не только саркофаги, но и алфавит и принципы кораблестроения. На территории же Старой Греции саркофаги вообще не прижились. Эгейское море в то время по причине персидского завоевания Малой Азии стало не только морской, но и культурной преградой между новыми греческими полисами Малой Азии и Афинами. Старая Греция ревниво отвергала более продвинутую культуру колонистов. Видимо, считала их выскочками и недостойными. Иначе как объяснить, что эту перспективную для них тему в плане заработка пропустили мимо себя древнегреческие элиты и гениальные скульпторы вроде Поликлета и Фидия? Не творили же они свои скульптуры исключительно ради аплодисментов потомков? И существовали ли они вовсе? Об этом скоро будет еще один фильм в формате шортса, скорее всего. Там я в очередной раз уделаю европоцентристов и докажу на фактах, как они столетиями манипулировали сознанием людей. Разбираясь с саркофагами и символами на них, я заметил еще одну несуразность. Смотрите, вот финикийский саркофаг V века до нашей эры. Принадлежал он одному из персидских сатрапов Финикии. Обратите внимание на углы крышки. На них мы видим так называемые аркатерии. В официальной среде принято считать, что это подражание архитектурным элементам древнегреческих храмов. Обожаю это их фразочки. Типа «есть мнение, что», «историки договорились считать, что», «принято считать, что». Ну раз это подражание, то эти элементы должны были существовать как минимум в это же время и на территории европейских греческих полисов. И тут начинается цирк. В интернете масса картинок реконструкций, где на всех углах красуются эти штуки. Но всегда они почему-то разного размера и формы, причем на одном и том же храме. Я сразу заподозрил неладное и стал копать глубже. И вот что я обнаружил. Вот фотографии 5 самых известных и значимых древнегреческих храмов V века до нашей эры, на которых сохранились углы крыш. На них нет никаких аркатериев. Нет даже специального места для них. И сразу видно, что наклонный узкий угол не приспособен к весу такого каменного архитектурного излишества. То есть греки и не предполагали, что через 2500 лет историки припишут им то, чего они никогда не делали. Еще и понарисуют в учебниках за немалые государственные денежки. Какой из этого вывод? Да такой, что этот распространенный элемент на крышках саркофагов не греческое и не римское цивилизационное влияние, а опять же персидское или финикийское. И они не являются подражанием греческим так называемым храмам.
И почему тогда мы не видим этих аркатериев на гробницах храмового или домового типа, о которых я рассказывал в двух первых фильмах своего исследования? Они же просто обязаны там быть. Но ведь их там нет. Как и нет их на этом, уже упомянутом мной, саркофаге, явно греческого происхождения и сделанного в VI веке до нашей эры, то есть еще раньше, чем эти храмы. На нем лишь есть небольшие выступы по углам, но это явно не аркатерии, причем такие же есть на Парфеноне. А на коньке крыши вообще ничего нет. И сама собой напрашивается шальная мысль, может эти большие строения не храмы вовсе? И это они, подражание саркофагам, а не наоборот. То есть они сами являются огромными саркофагами. Особенно если принять во внимание наличие под каждым из этих монументальных строений подземелья. Суть гипосория. Не могли ли эти сооружения изначально быть саркофагами древних гигантов-богов? Или скорее кинотафами в их память после того, как они в одночасье наконец покинули уставшую от их выхода к землю? Как вы считаете, имеет эта гипотеза право на существование? Обязательно напишите свое мнение в комментариях к этому видео. Есть еще один очень интересный факт. При Александре Македонском и Селевкидах во времена эллинизма Старая Греция, похоже, решила отыграться на заблудших детях своих и снова вернуть их в лоно истинной культуры. Знать снова переобувается и возвращается к скальным гробницам, а те, кто победнее, к кострам и глиняным горшкам. Однако в колыбели саркофага Финикии и прилегающей к ней территориях искусство не исчезло. Оно продолжало развиваться, и в этот сравнительно короткий по историческим меркам период появились истинные шедевры. Почти все они находятся сейчас в Стамбульском археологическом музее в виде сидонской коллекции. То есть искусство, мастера и сама идея сохранились в своих истоках, где не было греческого населения, нуждающегося в перевоспитании. Кроме, возможно, эмигрировавших туда саркофажных дел мастеров греков, потерявших работу. Наиболее выдающимся из этой коллекции, конечно же, является так называемый саркофаг Александра Македонского, с которым связано много интересных историй. На сегодняшний день он уже сменил двух прежних владельцев. Сначала он был почему-то временным гробом самого Александра Великого. Это чья-то первая докторская степень. Потом он якобы был гробом сидонского царя Абдаланима, который Александр Македонский своим великим волевым решением произвел разом из садовников в цари. Это вторая докторская степень и все, что к ней прилагается. И вот совсем недавно, видимо, когда умер автор предыдущей сказки, он внезапно стал гробом некого Мазея, влиятельного аристократа из свиты последнего персидского царя Дария. И на 100% это третья докторская степень. И наверняка не последняя. Я даже знаю почему. Все историки тоже знают, но просто ждут своей очереди. На самом деле никто из них и понятия не имеет, чей он. Все прекрасно понимают, что в отсутствии надписи или эпитафии это уже почти невозможно узнать, но кушать-то хочется. Так вот, этот Мазей был беспринципным прохиндеем до мозга своих костей. В области искусства вовремя предать хозяина и переобуться в одном прыжке просто вылитый современный политик. Судите сами. Во время похода Александра Македонского на Персию Дарий III послал его охранять переходы через Тигр и Ефрат. Это дело у Мазея как-то сразу не задалось, и он вернулся назад к царю, где вместе с ним принял участие в битве при Гавгамелах. Однако Дарий почувствовал неминуемое поражение и решил покинуть поле боя. И наш Мазей, не будь дураком, побежал не вместе с Дарием, а прямиком в Вавилон, где взял его под контроль и объявил себя его правителем. И как только Македонский подошел к Вавилону, он радостно вышел ему навстречу и без боя сдал город. Растроганный Македонский на радостях сделал его сатрапом Вавилона, где он долго и успешно правил. И даже на своем саркофаге в красках изобразил окончательную победу Македонского над персами в битве при Исах. Да-да, вы не ослышались. Саркофаг был раскрашен. Но на саркофаге есть один нюанс, который мало кто знает. На щите одного из персидских воинов с обратной стороны есть изображение царя Дария, восседающего на троне. Эта удивительная находка была сделана во время ультрафиолетового сканирования поверхности саркофага. Оно позволило ученым успешно воссоздать первоначальный облик этого шедевра. Но мы опять отвлеклись. Давайте снова вернемся к саркофагам и посмотрим, что изменилось с приходом на территорию Малой Азии римлян.
Во втором веке до нашей эры, после победы над империей селевкидов и отжатия у них Малой Азии и Сирии, а позднее и Египта у Птолемеев, по всей огромной территории снова происходит резкий цивилизационный перелом. Римляне, как и до них Александр Македонский, обнаружили в Малой Азии и Египте совершенно иной, более развитый как в техническом, так и в культурном плане удивительный и загадочный мир. Да еще и очень небедный. И этот мир буквально завладел их сознанием. В Рим потоком шли не только ценности, но и новые знания, технологии, произведения искусства и даже новые боги и обычаи. И римляне с готовностью и энтузиазмом их осваивали и принимали. Кремация снова уступает место погребению тела, и саркофаг становится основным методом погребения не только правителей и полководцев, но и всех, у кого хватало на него средств. Саркофаг теперь главный знак памяти и статуса. Римляне довольно быстро поняли выгоду каменного ящика для удовлетворения своего тщеславия. Во-первых, это дешевле и менее трудозатратно, чем гробницы храмового и домового типа, и даже чем скальные. Во-вторых, саркофаг можно поставить на любом видном месте некрополя. Можно его украсить искусной резьбой по камню, можно перевозить в другое место или даже в далекую провинцию. Саркофаг, в конце концов, можно заказать у знаменитого мастера из другой страны и из редкого материала. И, наконец, его можно использовать многократно, как и все остальные популярные в то время типы гробниц. Достаточно сделать под ним гипосорий, специальное пространство для складирования костей предыдущих обитателей каменного сундука. И уж если совсем некуда девать деньги и тщеславие, то можно затолкать его в скальную гробницу или даже на второй этаж гробницы храмового типа, как вот здесь, например. И самое главное, его производство можно сделать массовым. Народ богател и уже не требовал хлеба, а требовал зрелищ и роскоши. Внедрение нового, как всегда, происходило с причудами. Вначале они ставили внутрь саркофагов старые ассуарии с пеплом после кремаций. Потом складывали туда кости из прежних гробниц в отдельных ящиках-остеотеках. Вот этот, например, с бордюром посредине, но явно не для усопшего. Археологи находили некоторые саркофаги наполненными костями до самого верха. Видимо, кто-то освобождал место для очередного погребения в старых скальных или домовых гробницах. Иногда ставили внутрь деревянный гроб, как египтяне. В общем, переходный период был довольно креативным. Мода римлянам определенно зашла, утвердилась и пошла в массы семимильными шагами. С этого момента зарождается настоящая индустрия каменных гробов. В мастерских Малой Азии, в карьерах Эгейского моря, в городах империи вырубаются тысячи саркофагов из мрамора и известняка. Снова расцветает камнерезное искусство, появляется мода на определенные мотивы, украшения и мастеров. Зарождаются определенные стандарты в виде обязательной табулы ансаты, это вот такой конфетки, так называемой, изображение маленького алтаря на передней стенке, гирлянд и горгонеонов. Существовали даже финансовые организации, кредитующие создание саркофагов и кооперативы по их совместному использованию. Интересно, как они назывались. Группшеринг получает распространение поэтапное усовершенствование и дополнительное украшение гроба по мере поступления дополнительной оплаты и прочие услуги. Активно велась международная торговля саркофагами и их заготовками. Сохранилась масса письменных свидетельств этого весьма прибыльного бизнеса. Их перевозят морем во все провинции империи, устанавливают в некрополях и семейных усыпальницах. Вследствие этого они становятся меньше по размерам, более легкими, но и более изящными. Примерно к IV веку нашей эры саркофаги достигают пика своего развития. Каждый из них теперь это не только место погребения. Теперь это документ эпохи и настоящее произведение искусства. По изображениям на саркофагах можно понять, во что верили римляне, какие мифы считали важными, какой образ жизни хотел сохранить в памяти людей умерший. Некоторые греческие мифы были переосмыслены, как, например, миф о медузе Горгоне. Она перестала быть для римлян чудовищем и стала весьма популярным изображением как на саркофагах, так и на фронтонах различных зданий. Вот один из стандартных сюжетов с Горгоной в центре и двумя женскими ликами по бокам. Скажу честно, я не знаю, кто эти носолобые персонажи. Может, вы подскажете? И заодно поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Или хайпните это видео, в конце концов. Вам не трудно, а мне будет стимул к следующему фильму. Спасибо. Другой сюжет – сцены из подвигов Геракла. Третий – история Ахилла или Диониса.
четвертый собственный портрет, чтобы остаться среди живых хотя бы в камне. В музее Анталии, например, есть саркофаг пятикратного чемпиона Олимпийских игр со всеми его кубками. И даже саркофаг для собачки Стефануса с очень трогательной эпитафией. Благо был долгий мир, и ресурсы из колоний шли нескончаемым потоком. Но все равно сюжетов было не так много. Издержки стандартизации и массового производства, так сказать. Сегодня эти саркофаги стоят в национальных музеях и археологических зонах от Британии до Египта. И если смотреть внимательнее, можно заметить, что все они в основном рассказывают не о смерти. Они рассказывают о том, как подданные Римской империи представляли себе жизнь, славу и бессмертие, и почему именно Вечный камень стал ее последним языком самовыражения и вечной памяти. К сожалению, пик этого культурного феномена исторически длился относительно недолго. Примерно с V века, после череды природных катастроф в регионе и принятия христианства в качестве государственной религии, искусство создания великолепных саркофагов снова приходит в упадок. Резко падает профессионализм каменщиков, церковь заставляет потомков взбивать узоры и изображения языческих богов со старых гробниц. И вскоре вместо медузы Горгоны на каменных щитах появляются скособоченные кресты или нечто напоминающее пуговку. А вместо эротов и амуров ровная гладкая поверхность с кривыми надписями. Великолепные резные беломраморные гробницы и статуи разбиваются на куски и пережигаются на лучшую белоснежную известь для побелки церквей. Саркофаги становятся обычными каменными гробами, и постепенно искусство их изготовления снова становится элитарным. В них снова хоронят королей и жрецов. Правда, теперь уже христианских. Но эти-то точно своего никогда не упустят. Все вернулось на свое начало. К эпохе Средневековья саркофаги, как культурное явление, в основном остаются только в Западной Европе. На крышках начинают изображать тех, кто находится внутри, но весьма некачественно и как-то даже убого и карикатурно, что ли. Художники не хотели, да и уже не могли делать слишком красивые вещи, чтобы не быть обвиненными в колдовстве и сожженными на костре Святой Инквизиции. Многих унесла чума. Если саркофаги античности рассказывали о вечной славе, богатстве и бессмертии, то саркофаги мрачного Средневековья теперь полностью зациклились на культе смерти. И только эпоха Ренессанса за счет потока золота из разграбленных крестоносцами Византии и Ближнего Востока, а позднее золота инков и ацтеков, вновь вдохнула в них очередную жизнь. Если, конечно, можно так сказать про саркофаги. Единичные случаи захоронений в каменных саркофагах присутствуют и по сей день. Но сегодня это скорее причуды сверхбогатых плутократов и политические эксперименты, чем культурная традиция, совершенно уже точно зародившаяся не на нынешней европейской территории Греции и Италии, а на Ближнем Востоке. И доказательств этого, как видите, становится все больше и больше. Стоит только копнуть чуть глубже.